Namaste. You from India? No, Pakistan. Pakistan. Салам алейкум. Поднимаемся, друзья, наверх. Очень экзотичный верх здесь. И люди прикольные. Когда-то здесь, в этой пещере, наверняка была база пиратов Средиземного моря. Вот. Турция, Индия, братские страны. Смотрите, тоже верблюды, такие же, как во Вриндаване. Смотрите, какая красота, друзья. Какие скалы. Ух ты, вот это да, красота, друзья. Смотрите, какой кайф. Привет всем, намасте, мираба. Вы на канале India Magic TV, и с вами я, Олег. Напомню, что я пока что сейчас живу в Турции. Сейчас я еду на своем электрическом велосипеде. Еду я в очень красивое, очень экзотическое место, которое называется Верхние Дюденские водопады. Парк этот находится в районе Кепез. Очень большой район, который расположен к северу от вот этих прибрежных районов. То есть здесь нет моря, здесь где-то километров 10 от побережья. В большинстве своем это не туристический район. На самом деле прекрасный район для жизни. Если вам не нужно, чтобы у вас море было под боком, вы можете купить квартиру здесь или снять жилье здесь. И это будет для вас гораздо дешевле, чем в туристических прибрежных районах Мурат-Паша или Каньялты. Здесь все есть для жизни, развитая инфраструктура, но, конечно, чтобы покупаться, вам придется ехать на море на чем-то, либо на своем транспорте или на общественном транспорте. Напомню, друзья, что вы можете подписаться на канал India Magic TV, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов. Также сейчас, в условиях отсутствия монетизации в русскоязычном пространстве, каналу очень важна ваша поддержка. Поддержать канал вы можете по ссылке в описании и по ссылке в прикрепленном комментарии. От того района, где мы с Рокси поселились, до этого парка, до водопада, ровно 10 километров. Вот я проехал на своем велосипеде почти 10 километров. На электрическом велосипеде этого не ощущается. Вы едете в свое удовольствие, как на мотоцикле, наверное. Но, конечно, не так быстро. Для тех, кто, может быть, вдруг впервые на канале, напомню, что Рокси – это кошка. Судя по навигатору, я уже подъезжаю к парку. Меньше километра осталось. Вот видите, там впереди лесной массив видно. И, наверное, как раз это и есть то самое место, цель нашего путешествия. Да, это район парка. Видите, здесь более оживленно. Туристические магазины с сувенирами. Сейчас я припаркую велосипед около какого-нибудь столба, которых здесь много. И мы с вами пойдем гулять. Я приехал сюда наконец-то. 10 километров проехал на велике в удовольствие. По хорошим дорогам. Сейчас посмотрим. Здесь, по-моему, вход платный. Туристический райончик перед входом в парк. Много всяких магазинов. Там вон верблюды стоят. Давайте посмотрим на верблюдов. Здесь есть такая речка. Вот верблюды. Как в Индии, друзья. Турция, Индия. Братские страны. Смотрите. Тоже верблюды. Такие же, как во Вриндаване. Чуть-чуть поменьше. Потом. Later. How much? Окей. Предлагает мне прокатиться. Я еще хочу купить чего-то попить. Минералки. Может быть, такой газированной без сахара. Сейчас посмотрим, есть ли. Прошел. Вход стоит 10 лир билетик. Красивая собака. Ей жарко. Довольно жарко сегодня. Купил вот воды, думал, это просто минералка. А она сладкая оказалась. Вот на входе здесь такой красивый парк. Видите, растения. Всякие штуки продают. Вот зря я купил там воду, можно было бы здесь купить. Написано, видел объявление, дрон запускать здесь нельзя. Смотрите, друзья, красивая река, довольно глубокая. На дне вижу там бутылку из-под пива. И все, в общем-то, больше никакого мусора. Как-то попала туда бутылка из-под пива. Там вон утки спят. Давайте посмотрим поближе на уток, которые там спят. Знаете, что мне напоминает этот парк? Парк в Дели. Лоди Гаден напоминает. Вот смотрите, тоже есть уточки. Уточки спят. Да, Лоди Гаден напоминает очень сильно. Здесь магазинчики. Как обычно, магазины туристического хлама и чего-нибудь заживать. Вот
стаканчик фруктов можно купить, можно. Кс-кс. Эй, у меня Рокси тоже сейчас вот так спит постоянно, потому что жарко уже стало. Привет, кошка. Она такая же. Магазин туристического хлама. Можно купить прикольные магнитики. Такие бусы из камней, из натуральных камней, кстати. Когда-то мы с моим другом продавали очень давно, из Индии привозили вот такие бусы и продавали во Владивостоке. Вот хочу такую кружку с котом. Что тут можно поесть? Давайте посмотрим цену. Ну, ценники такие, как бы туристические. 60 самое дешевое блюдо и 80 блюдо самое дорогое. Вот рыба, шашлычки. Ну, я думаю, что вот если 60 лир за такой шашлычок, 70, то это вполне себе нормально. Или вот такое блюдо. Вот газлиме. Здесь нормальный ценник, смотрите. 35-25. Вот здесь, может, я и поем попозже. И, видимо, вот так, если обойти, то мы с вами увидим как раз водопад. Ух ты, вот это да, красота, друзья. Смотрите, какой кайф. Как бы обрыв, слева водопад, и там смотровая площадка. Как-то мне надо туда пройти, туда, на эту смотровую площадку попробовать, чтобы вам показать это снизу. Наверное, довольно впечатляющее зрелище будет. Вот такая башня. Задумано, что здесь должна быть вода, как бассейн с водой, но ее нету. Очень приятный парк, да. Сильно напоминает индийские парки где-нибудь в Бангалоре или в том же Дели, Лоди Гаден. Ну, прямо вот один в один вибрации, друзья. Вот такие вибрации индийского парка в каком-нибудь хорошем городе, большом. Много я таких парков посещал в Индии. И здесь вот точно такое же ощущение от этого парка. Совершенно индийская погода. Знаете, это какой-то октябрь в Индии, октябрь в Дели. Вот так, в октябре. Когда жара спадает, влажность спадает, но еще очень тепло. Может быть, даже начало ноября в Дели. Конец октября, начало ноября, наверное, вот так. Давайте спустимся здесь вот по лесенке. И как раз я, видимо, спущусь сейчас туда, к дну водопада этого. Очень приятно ходить здесь в тени. Еще не очень жарко. Мне сегодня парень в магазинчике говорит: откуда, говорит, ты? Я говорю, я из Владивостока. Ну, у меня жена, говорит, русская. Мы давно уже живем здесь. Парень сам турок, а жена русская у него. Он очень хорошо по-русски говорит. И мы с ним разговаривали. И он мне сказал, что вот сейчас, говорит, очень хорошо на самом деле. Будет невозможно сидеть вот так вот на улице. Ну, посмотрим. Смотрите, какая красота, друзья. Какие скалы. Эти какие-то лишайники, мхи там. И здесь вот сейчас я спустился вниз, и влажность чувствуется сразу, влажность выросла намного. Такое ощущение, что здесь 90% влажности. Вот здесь около водопада. О, сразу ощущение, знаете, Ауравиля. Вот именно в Ауравиле, в Тамил-Наду, в Индии такая влажность всегда. Красота. Природа, друзья, фантастическая здесь, в Турции. Наверняка здесь можно снимать какое-то кино про тропические какие-то острова. Джуманджи, помните? Фильм. Вот это кадр из Джуманджи. Течет река. Вот такие деревья красивые. Смотрите, друзья, какие пещеры. Обязательно, если будете в Анталии, не поленитесь, приезжайте сюда, на Верхний Дуденский водопад. Не пожалейте, друзья. Здесь, смотрите. А мне кажется, здесь летучие мыши живут. Вот тут. Кто-то там чирикает. Вот такие дырки в скалах. Это же, наверное, вулканическая порода. Представляете, здесь когда-то бушевало пламя. Вулкан какой-то был.
Но здесь очень влажно. И уже комары кусают. Меня первый раз укусил сейчас комар вообще за все время моего пребывания. Потому что там сухо. Ну, вообще в Анталии. Белая кошка побежала. Здесь застелено ковриком, смотрите. О, это же из Индии, ребята. Друзья, смотрите. Ничего себе. Namaste. You from India? No, Pakistan. Pakistan. Salam alaikum. Walaikum assalam. Там ресторанчик. О, я хочу там посидеть, в этом ресторане. Здесь кукуруза сладкая. Вкусно пахнет. А, ребята из Пакистана. Вон, в ресторан приглашают, видите? Но я пока есть не хочу, там же надо будет что-то заказать. Съедобное, поесть. Вообще вот индийцы, пакистанцы, они внешне абсолютно неотличимы. И тот же самый язык. Только в Индии он называется хинди, а в Пакистане он называется урду. Абсолютно тот же язык, но в Индии используется алфавит Деванагари, а в Пакистане вот эта арабская вязь, по-моему, там такая. То есть один и тот же язык, а письменность разная. Смотрите, красота, вон он, сам водопад. До водопада, наверное, метров 50 сейчас, но чувствуется вот эта влажность высокая. Здесь ребята едят, сидят, пикничок у них. Здесь как-то даже прикольнее, чем на нижнем Дюденском водопаде. То есть вот эта вода, вот эта река, образует водопад, потом она течет туда, далее вниз к морю и впадает в море. Там вот как раз еще один водопад, он, конечно, выше, по высоте своей он больше и очень красивый. Но вот здесь мне больше нравится, потому что здесь как джунгли такие, знаете, вот конкретно из какого-то фильма про тропики. Про какой-то тропический остров. И здесь такие запахи сейчас. Вот лето, и цветут цветы вот эти все. Растения, вот эти цветы. Смотрите. Вот они как раз и пахнут. Ох, какой запах. Запах просто фантастический. Вот я как бы обошел вот так этот водопад по кругу. Сейчас я вернусь назад, чтобы подойти к самому водопаду уже непосредственно. Зато войдет сюда любой запиточок, чтоб в пушку запихать бычок. Такая живописная дорога, я возвращаюсь. Хочу подойти близко к самому водопаду, чтоб меня намочило водой. Он хороший, хороший. Это хороший пес, мокрый. Он искупался. Но. Только не надо прыгать на меня мокрыми лапами. Еще один черный пес, который за мной идет. Еще один черный пес. Так кто-то в Аксу за мной ходил черный пес, а вот этот здесь на Дюденских водопадах. Не, он, наверное, сам по себе. Я его позвал, он давай ластиться. И как собаки делают, знаете, так они на вас запрыгивают передними лапами, своими когтями. Хороший пес, хороший. А, вот, все, я подхожу к водопаду. Здесь уже очень влажно. О, смотрите, вот это пещера. Фантастическое природное образование, друзья. Смотрите, я не знаю, как там камера снимает, что здесь темно. Темно, сыро и прохладно. Вот здесь. И куча комаров, вот они, летают, целая туча этих комаров, они здесь живут, размножаются в этом влажном климате. А собака пошла наверх туда, потому что там пещера внутри, наверное, там в этой пещере она и живет, эта собака. Да-да, она пошла к себе домой туда. Да, очень красиво, ничего не скажешь, друзья. Приезжайте сюда обязательно, не забудьте, когда приедете в Анталию, съездите сюда на эти водопады.
10 километров от центра, от Мурат-Паша. Здесь, в Кепезе. Вот такое место. Не пожалеете это. Стоит посмотреть, смотрите. Какая река. Мне же захотелось поставить игрушку какую-нибудь, знаете, вот на острове. Far Cry 3. О, как здесь сыро. Прямо такой туман. И дует на меня. Вот этого я и хотел. Чтобы меня охладило вот этим туманом. И камера сейчас будет вся в этих каплях воды. И собака за мной идет. Очень классно. Я бы здесь искупался, если было можно, но, скорее всего, нельзя. Видите, никто не купается. Так, вон туда можно пройти тоже. Экзотично, мы туда чуть позже пройдем. Поднимаемся, друзья, наверх. Очень экзотичный верх здесь. И люди прикольные. О, здесь какая пещера, друзья. Смотрите, я в пещере. Тудун, 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 тудун. Ага. Отсюда можно посмотреть на водопад тоже. Идем дальше. Здесь скользко, кстати, может быть, камни. Камни довольно скользкие. Вот это да. Пещера разбойников, пиратов. Друзья, вот когда-то здесь, в этой пещере, наверняка была база пиратов Карибского, ну или не Карибского какого-то. Какое здесь море? Средиземное. Пиратов Средиземного моря. Вот зал. Видите, здесь зал. Вот представьте, здесь бочки с порохом хранились. Сундуки с награбленными богатствами. Пираты здесь отдыхали. Столы стояли здесь, они тут пьянствовали. Да. Вот фантазия, у кого есть хорошая, может представить себе, как вот в этом зале жили пираты. Джек Воробей. Такое тайное пристанище пиратов под водопадом. А может быть, что еще напоминает? Помните Жюля Верна «Таинственный остров»? Вот там у этих ребят, которые попали на остров, у них тоже где-то там над рекой был дом, насколько я помню. В пещере они жили. Нашли себе пещеру и жили там. Вот, друзья, мы на острове Капитана Немо. Небольшая комната. Здесь можно было сделать склад какой-то. И как раз под водопадом мы сейчас находимся. Смотрите, с потолка капает вода. И там уже, видите, лужи. И вот как раз надо мной течет река. Я туда дальше не пойду, потому что тогда мне придется принять душ и ноги замочить вон там. Но там уже ничего и нет. Все, там типа балкончик такой, и уже дальше водопад сам. Здесь вот такой зеленый мох. Ну, здесь, конечно, проведено искусственное освещение, вот фонари светодиодные современные, но мы не будем на это обращать внимание. А вот отсюда видно, как падает вода. Надо мной как раз течет река.
винтовая лестница. Она ведет наверх туда. По ней тоже надо пройти. И выходим. О, там так влажно внизу. Вот написано: сигары и чмек. Запрещено курить. Вот есть маленькая мечеть. Смотрите, друзья, здесь можно молитву совершить. А я могу помедитировать, туда зайти, в принципе. Никто мне не помешает, никто меня не выгонит, я думаю. Да, это дом для молитвы. А собака-то за мной идет. Еще одна черная собака за мной ходит, друзья. Вот она. Она так и пришла за мной. Ты моя хорошая собака. У меня есть кошка, осталось еще завести собаку. Но если я такую собаку поселю у себя в маленькой комнатке, то вообще будет жесть, конечно. С кошкой нормально, кошка маленькая. А для собачки надо побольше помещения. Это туалет вот, пожалуйста. Все есть. Туалет бесплатный. Да? Заходите и туалетитесь сколько хотите. Получается, что вот такой небольшой парк сделан вокруг водопада. Просто разбит парк. Можно прийти по пещере походить, представить, что вы пират, и что здесь живут пираты. Пираты Средиземного моря. Посмотреть на водопад и посидеть вот здесь в парке, что-нибудь поесть, в кафешках, в ресторанчиках здесь. Очень хорошо. Птицы поют, вода шумит. Благодать. Вот здесь мне нравится, и здесь я и присяду, наверное. Вообще интересно, откуда течет вот эта река. Вот она. Вот так она течет, и вот здесь превращается в водопад. Потом течет дальше, уже в море. Ну и я, наверное, уже ухожу из парка, потому что я все здесь посмотрел, и больше здесь смотреть нечего. Очень мне здесь понравилось. Совершенно фантастический водопад и пещеры там под водопадом. Это место обязательно к посещению. На столбе вон голубятня. Там голуби действительно живут, голуби, я вижу их. А под голубятней ходит черный котик. Да, вот написано Чекиш. Выход. О, здесь друзья наши. Друзья человека. Анталийские волки. Как в Индии коровы ходят, телята, то здесь вместо телят собаки. Вот лев. Видите, какая-то древняя скульптура. Вот такой лев. Или кот. Может, кот. Выход открыт, как всегда. Собственно, вот сюда я и зашел. Билетик я пытался засунуть вот в эту штуку, но он не засовывается. Можно просто можно зайти. На самом деле. Так, где-то я вон там оставил свой велосипед, друзья. Здесь слева верблюды. Вот это, что это? Ресторан или ночной клуб даже какой-то. Вот это. Здесь продают клубнику. Но там у нас дешевле, я думаю, клубника, чем здесь, в туристическом месте. Тут не только клубника, тут разные-разные фрукты. Вон им прикольная такая парикмахерская на возвышении такая. Это парикмахерская. Да, как в Индии здесь, вот в этом районе. Кипец, мне нравится. Я, честно вот говоря, здесь бы жил с удовольствием в этом районе. Где-нибудь вот снять в таком вот домике квартиру и жить себе. Вон он, мой велосипед около дядечки. Я хочу вон подъехать к той мечети красивой, посмотреть на нее поближе. Очень красивая мечеть. Thank you. Ага. Спасибо. Вот она, красивая мечеть. Я к ней подъехал поближе. Здесь так спокойно в этом районе. Пустынно. Как будто людей вообще нет. Но он очень большой, этот район. Здесь много микрорайонов. Очень много мест, которые можно посмотреть. Здесь, кстати, есть зоопарк. Можно будет съездить еще в зоопарк.
пришел я в магазинчик, друзья. Хочу хлеба. В кафе не хочу сегодня идти, хочу поесть дома. Давайте посмотрим. Вот этот мой любимый батончик стоит 3 турецких лиры. Когда ты его начинаешь есть, трудно остановиться. Можно съесть такой батон весь за раз. Вот этот мне нравится. Настолько вкусный, очень вкусный. Как они так делают, я не знаю. Обычно я не люблю белый хлеб. 3 лиры стоит, а вот эти всякие разные сладости, видите, это кексы какие-то, печенье, тоже очень вкусные. И они стоят в разы дороже, чем просто хлеб. Хотя вот это очень хорошее печенье, вот такое печенье очень классное. 9 лир, уценочка, то есть 11 было, 11,90, сейчас 9,90. Ну, грубо говоря, было 12, стало 10. Возьму вот такое печенье, 10 лир, да, 10 лир все-таки. Вот такое печенье 3 лиры. Это все дороже, чем в Индии. В Индии вот такое печенье будет стоить, скажем, 10 рупий. А здесь 3 лиры. Так, это что у нас? Тоже какие-то вафли. Вот это даже не знаю, что это. Вот яйца. Яйца десяток стоит 22 лиры. 22 лиры. Такая упаковка большая. И стоит 32 лиры. 30 яиц там. Одно яйцо 1 лира. Это курочка. Вот такая упакованная, разделанная курочка. Цена 48 лир. Вот такое филе. Целая курица стоит 33 лиры. Что у нас тут есть из овощей? Не густо сегодня из овощей. Однако есть вот такая красивая красная капуста. Смотрите, какая классная. И есть морковочка по 6 лир, по 7. Такой, что это, петрушка есть. Старые лимоны. Бананчики. Кстати, бананчики. Есть мелкие вот эти вкусные. Есть арбузы. Арбузы по 10 лир за килограмм. Но они какие-то очень большие. Эти дыньки. Дыньки я покупаю. Одна такая у меня лежит. Я вчера купил, еще не съел. 15 лир килограмм. Помидоры. Вот видите, здесь, конечно, все дороже, чем, например, если вы на еженедельном рынке будете покупать. Да. Яблочки есть. Яблоки по 10 лир. Грецкие орехи по 56 лир. Картошка есть. Ну вот как-то здесь в шоке вот так. И надо мне айран купить еще, друзья. Вот эта витрина мне очень нравится. Здесь всякие сыры, колбасы. Здесь такая огромная упаковка йогурта. Мне молока еще надо купить. И вот такой айран я беру за 11 лир. Большой. Вот. Нам Рокси. Вот кока-кола без сахара 9 ровно. В общем, она вся по 9. Кока-кола. Вот такая большая бутылка 10 лир. Здесь 1,5 литра. Да. 1,5 литра 10 лир стоит кока-колы. Zero Sugar. И 2,5 литра кока-кола стоит 13 лир. Тоже очень дешево, я считаю. Это какие-то вот такие напитки, не знаю, что это. Вот это рассол, друзья, вот он. Я называю. Это свекольный рассол, очень классная штука. 5 литров, вот 6 лир, 5 литров воды стоит, 6 лир. И молочко я покупаю вот это. Молочко вот это за 2,65. Стал покупать в маленьких таких упаковках, потому что оно не портится. У нас уже жарко. И в больших упаковках, вот в таких, если брать молоко, оно у меня без холодильника очень быстро портится. Что-то из хозяйственных вещей. Отвертка продается за 17 лир. Вот это, видимо, отвертка электрическая, такой индикатор, знаете. Есть, нет напряжения, можно посмотреть. С изолентой 12 лир. Наборчик. Посуда для салатов, ну, у меня есть. Вот. Неплохая посуда, тоже металлическая, 4 лиры. В Индии так дешево это все. Здесь просто в разы дороже эта посуда, чем в Индии. Металлическая. А знаете, что еще дорого в Турции? Медикаменты очень дорогие. Но опять же, если сравнивать с Индией. А вот чай, обычный чай Липтон, да. Yellow Label чай. Такой я покупаю. Тоже иногда он хороший чай такой. Ну и что
что кофе 3 в одном. Вот видите, цена. Пакетик кофе 3 в одном 2 лиры стоит. Здесь обувь иногда продают неплохую. В шоке. Такой универсальный магазин. Не только еда. На самом деле. Это теплые вещи. Вот сейчас не актуально такие теплые вещи. Еще купил мороженое 10 лир. Самое дорогое здесь было. Самое вкусное. Я люблю такой сэндвич мороженое. А вот из еды, значит, что я купил еще? Я купил булку хлеба, большую упаковку айрана, печенье и 2 упаковочки молока. 30 лир. 30 лир это все. И плюс еще потом я отдельно купил мороженое. Вот это очень вкусное. За 10 лир. Это самое дорогое мороженое здесь в магазине оказалось.